Но не мог я просто взять и обойти стороной знаменитый Interactive Brokers с его самыми выгодными условиями по обслуживанию. На Западе популярностью он пользуется уже давно, а вот у нас в СНГ у большинства людей на слуху он лишь последние несколько лет. Причем интерес к нему неуклонно растет, так сказать, бычий тренд, хотя компании стукнуло уже 40 лет. И в этом видео я хочу рассказать всего понемногу, а именно об инструментах инвестирования, о тарифах и комиссиях, расскажу о нововведениях, которые мы получили в 2021 году, затронем тему открытия счета, а также поговорим о сложностях, с которыми вы можете столкнуться при работе с брокером, из-за которых ваш счет могут даже заблокировать. Начнем, пожалуй, с самого главного, а именно с особенностей, ибо у него их немало, но я подметил для себя только самые востребованные. Interactive Brokers – это один из самых топовых брокеров в США, и он лидирует в категории самых выгодных комиссий. Но первой и немаловажной особенностью для наших стран я бы хотел отметить поддержку русскоязычной аудитории. На сайте информация представлена на русском языке, но я заметил, что, к сожалению, не все страницы сайта переведены. В основном только главные страницы, а вот если углубляться дальше, то здесь уже все на English. Техническая поддержка также поддерживается на русском языке, и к ней можно и нужно обращаться, если у вас вдруг возникли сложности с сервисом. Вам там точно помогут. Не забуду отметить и надежность брокера. Счета его клиентов застрахованы на $500 тысяч. Это страховка от банкротства самого брокера, что я считаю на самом деле маловероятным. У наших местных брокеров я такой или примерно такой страховки нигде не встречал, ну кроме как страховки по депозитным вкладам. Хотя что-то мне подсказывает, что у большинства клиентов счета переваливают за $500 тысяч. И в случае чего плохого этой страховки не хватит. Среди маленькой, но приятной фишки хотелось бы отметить автоматическую реинвестицию новопоступивших дивидендов. Также есть возможность использовать кредитное плечо, и не так давно появилась возможность приобретать дробные акции. И напоследок вишенка на торте. Получение дополнительной прибыли за счет отдачи взаймы своих активов на нужды тех, кто торгует на понижение. Я такую штуку очень давно искал. Interactive Brokers очень серьезно относится к заполнению информации о вас, поэтому подтверждение регистрации и открытие счета может происходить достаточное количество времени. В основном это несколько дней или даже недели. Открытие счета на первый взгляд мне показалось сложным и запутанным, но разобравшись, все оказалось достаточно просто. Вся процедура регистрации происходит онлайн на самом сайте. Необходимо заполнить необходимые данные о себе, простите за тавтологию, а также прикрепить скан паспорта и подтверждение адреса проживания. Брокер достаточно лояльно относится к своим клиентам, поэтому для подтверждения адреса подойдет практически любой документ, имеющий ценность. Особо придираться не будут. Подойдет даже счет за коммуналку. Главное, чтобы были прописаны фамилия с именем и, собственно, сам адрес. Верификация и открытие счета может занять несколько дней, в каждом индивидуальном случае по-разному. Если при регистрации что-то пошло не так и необходимо уточнение, то вам напишут на e-mail с тем самым уточнением. После того, как вы открыли счет, необходимо пополнить его в течение 3 месяцев, иначе счет могут закрыть за неактивность. Пополнение счета происходит банковским переводом. Сам Interactive Brokers поддерживает достаточно большое количество валют. Обычно валютой инвестирования является доллар США. Если пополнять в долларах, здесь появляется дилемма, так как за конвертацию валюты брокер берет дополнительную комиссию. А вот если переводить сразу в долларах, здесь уже банк берет дополнительную комиссию за перевод в иностранной валюте. Ну, по крайней мере, мой банк берет такую комиссию. Если вы знаете выгодный банк, обязательно поделитесь в комментариях. И из-за всего этого в таких случаях приходится считать и сравнивать, что же выгоднее. Начнем с самой свежей и главной новости. Ранее была комиссия за неактивность в виде $10 каждый месяц. Но в 2021 году эту выплату отменили, и теперь Interactive Brokers стал более привлекательным для начинающих инвесторов, что, конечно же, только радует. Хотя некоторые клиенты отметили, что им вообще все равно, ибо $10 в месяц особой погоды не делают. Хороших новостей понемножку, порадовались и хватит. Вернемся к тарифу. У брокера есть 2 тарифных плана – Fixed и Target. В первом тарифе за покупку акций взимается $0,005, но минимально за одну сделку придется отдать $1 и максимально 1% от суммы сделки. А вот если выбрали второй вариант, то здесь в зависимости от того, какое количество акций вы приобретаете, будет зависеть взимаемая комиссия. Но минимум 35 центов, но максимум 1% от сделки. Вообще информация по комиссиям расписана очень подробно для каждого инструмента и страны. Здесь в каждом конкретном случае надо посидеть и поизучать.
Как по мне, так тариф Target более выгоден, чем Fixit. Хотя, если вы орудуете большими суммами, разницы особой нет. С комиссией все понятно, Хотя, стоп, нет, ничего ведь не понятно, совершенно ничего. Для того, чтобы детальнее разобраться в том, какими суммами лучше инвестировать, я собрал небольшой, но простой калькулятор подсчета оплаты за комиссии. Необходимо ввести лишь два значения: количество приобретаемых акций и стоимость этих акций, чтобы понять, сколько мы заплатим за совершение сделки и в какую часть составляет эта плата от всей суммы. Все это дает нам возможность наглядно посмотреть, при каких примерно значениях выгоднее всего инвестировать. Как и следовало ожидать, инвестируя маленькие суммы, комиссия будет съедать значительную часть капитала. А вот чем больше сумма, тем больше возможностей открывается. Также вы наглядно можете сравнить два тарифа, чтобы выбрать более подходящий для вас. Экспериментируйте и проверяйте, ссылку оставил в описании. Interactive Brokers есть огромное количество инструментов. И самая главная особенность и причина, почему стоит использовать этот брокер, в том, что здесь есть доступ к тем инструментам, которых попросту нет и скорее всего не будет у нас у местных компаний. Более того, расходы на популярные ETF в Interactive Brokers будут меньше, чем если покупать их у местных брокеров. Ведь по сути наши брокеры, как и в любой другой сфере бизнеса, покупают товар за границей, в нашем случае это ценная бумага, делают наценку на него и уже продают у себя в стране, тем самым получают доход на разнице. Вторую строчку давай пропустим, чтобы нам автоматизировать. И ниже написано: нажмите сюда, чтобы изменить легальный адрес. Это где? Синим шрифтом, чуть-чуть ниже опустим мышку. Форма W8BEN необходима, чтобы указать, что вы не являетесь налоговым резидентом США, а являетесь налоговым резидентом другой страны и самостоятельно отчитываетесь в местной налоговой. Эту форму вы подписываете и в Interactive Brokers. Я по опыту скажу, что имел дела с налоговыми декларациями, и неподготовленному человеку будет сложно. Поэтому, если вы не уверены и никогда не имели с этим дел, то рекомендую всегда обращаться к профессионалу, который сможет подсчитать и правильно заполнить декларацию. Ну или в крайнем случае заказать эту услугу, когда будете подавать свою первую декларацию, чтобы хотя бы посмотреть, как она должна заполняться. Стоит лишь один раз научиться и сделать все правильно, как последующие налоговые отчетности вы сможете без проблем сдавать самостоятельно. Confirm No. Confirm No, да. Нажимаем, да? Нажимай. Как, наверное, и везде, сейчас все действия происходят через интернет, поэтому разберем способы взаимодействия с брокером. Если ты активный и хочешь всегда держать все под контролем, совершать сделки всегда и везде, где только можно, то тебе подойдет специальное, функциональное и гибко настраиваемое приложение на твой телефон. А вот если же ты домосед, как я, и любишь дома посидеть за любимой чашечкой кофе перед большим монитором своего компьютера, думая о будущем и анализируя состояние своих активов, то используй сайт для совершения сделок. Он очень удобный и функциональный, и дает аналитику по всем мыслимым и немыслимым параметрам, какие только можно придумать. Ну а если тебе и этого мало, и ты не ищешь легких путей, и в твой рацион входят рискованные сделки, чтобы как можно сильнее обогнать индекс S&P 500, то добро пожаловать в терминал TVS. Interactive Brokers находится под юрисдикцией США и находится под надзором как брокер и как компания, акции которой торгуются на NASDAQ. Что это значит для инвестора и что стоит помнить? Если ваши средства чистые и имеют законные происхождения, то не стоит ничего бояться. Но стоит помнить о некоторых моментах, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Сейчас по порядку все объясню. В самом начале, когда происходит регистрация, вы указываете ваше текущее финансовое состояние, а именно, в какую сумму примерно оцениваются ваши активы с отдельным указанием ликвидных активов, то есть тех, которые вы можете быстро продать, чтобы получить деньги, и какой у вас годовой доход. Вся эта информация собирается не просто так, здесь стоит быть предельно честным с брокером. Конечно, никто не требует точности данных, но вот если разница между суммой ваших активов совместно с доходами и сумма вашего брокерского счета будет кардинально отличаться в несколько раз, то могут возникнуть вопросы. Давайте на простом примере. Например, вы указали, что у вас активов на 100 тысяч долларов и доход около 20 тысяч долларов в год. Но при этом вы каждый месяц инвестируете 50 тысяч долларов. Уже не состыковка. Возможно, вы наконец стали наследником нигерийского принца, который писал вам все эти годы, или вы просто получили хорошую такую надбавку к зарплате. В любом случае, каждый месяц разница в предоставленной информации и реальных цифрах будет расти, и возможно брокер потребует подтверждения ваших средств, так как вы не прошли внутренний контроль. Конечно, вероятность этого очень мала, так как скорее всего эти средства и так задекларированы, когда вы делали банковский перевод, но все-таки рекомендую обновлять информацию в самом Interactive Brokers, чтобы не было таких недоразумений.
Второй момент, который может вызвать подозрение, может коснуться всех нас, а именно частые переводы небольших сумм денег. Под небольшую сумму денег попадает все, что меньше 10 тысяч долларов. Почему именно эту сумму, спросите вы? Да потому что именно сумму выше 10 тысяч долларов необходимо декларировать, например, когда вы пересекаете границу той или иной страны. И банк в том числе при переводе более 10 тысяч долларов попросит вас предоставить валютный договор или отправит информацию о переводе в правоохранительные органы, дабы убедиться в чистоте происхождения денег. Поэтому частые переводы менее 10 тысяч долларов у Interactive Brokers вызывают подозрения. Еще подозрение вызывает отправка средств из одной страны и снятие их со счета в банке в другой. Все вышесказанное, конечно, звучит пугающе, но навряд ли вы столкнетесь с этим. К тому же подобная практика контроля есть во всех банках и у всех брокеров. И просто потому, что Interactive Brokers является одним из самых популярных и востребованных, поэтому и таких случаев регистрируется чуть больше, чем обычно. Ну и теперь, когда вы узнали о всех особенностях и возможностях, задайте себе главный вопрос. Стоит ли оно того, учитывая ваш капитал? Я считаю, что небольшому частному инвестору вполне хватит и обычного местного брокера, а Interactive Brokers это такой уже профессиональный уровень на максималках. И уровень этот необходимо поднимать постепенно, основываясь на своих возможностях. В конце концов, воспользуйтесь калькулятором, который я показал, чтобы прикинуть примерно возможности и сделать для себя верное решение. Увидимся в следующем видео.